Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. Для вас собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете о новинках на канале. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много разных городов. Это очень-очень приятно. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я к вам сегодня с новыми ниточками. Мы работали с такими ниточками, но с другой расцветкой. Да? Сегодня у нас будет вот такая вот интересная палитра, вот такое вот секционное окрашивание. И, естественно, новый узор. К сожалению, схемку я не прилагаю. Так? Это будут соломоновые петли вместе с пышными столбиками. Мы с вами так вязали, я вам покажу в конце видео, шальку. Сегодня будем вязать узорчик, возможно, для палантина, а возможно, для кофточки, а возможно, для чего вы захотите, как ваша фантазия решит. Итак, ниточки называется Визель Rainbow Angora. Далее идем. Цвет кому интересно получается номер 10, видно, да? Дальше, смотрите, в 100 граммах здесь находится 550 метров. Состав: 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Вот такое интересное сочетание. Очень мягенько, очень приятное. И что нам здесь советует производитель по поводу крючка? Конечно, он советует любую секционную пряжу, все советуют только на спицы, потому что спицы можно лицевой гладью связать и уже будет красиво. Но мы не ищем легких путей, мы хотим попробовать данную пряжу и в крючке. Итак, здесь пишут пятерочка, шестерочка. Я хочу попробовать 3,5. Вы смотрите для себя, выбирайте, как вам будет. Если вы хотите более воздушное, рыхлое вязание, то берите, конечно, пятерочку, шестерочку. Если поплотнее, да, то берите, естественно, крючок поменьше. У меня и так, в принципе, будет такое воздушное вязание, поэтому попробуем. Итак, сегодня у нас получается не как всегда. Мы не будем набирать стандартные 30 петелек для нашего узора. Так? Давайте начнем с периферии. Да? Можно брать из центра, но я вот уже рассказывала, что когда делаю образец, я чаще всего беру с периферии. Из центра я беру, когда уже вяжу целое полноценное изделие. Смотрите, какой там переход будет. Кстати, цвет передается более голубой. На самом деле, вот здесь вот, например, он такой более васильковый. То есть такой нежно ближе к сиреневому. То есть на камеру передается немножко по-другому. Итак, что мы с вами будем делать вначале? Смотрите, ну, как всегда, естественно, петелька фиксации. Без нее никуда. Итак, сделали петельку фиксации. А теперь, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот так вот подтягиваем нашу петельку. Чуть-чуть, да? Ну, она будет такая немножко большая. Делаем накид. И смотрите, возвращаемся к самой первой петельке. Поняли? Не вот к этой петельке, а к самой первой возвращаемся. Ныряем в нее. Вытягиваем ниточку. Еще раз вот так же. На такую же длину, как и первую петельку. Раз. Накид. Сюда же нырнули. 2. Накид. Сюда же нырнули. 3. И когда у нас столько петелек на крючке, смотрите, вот эту вот ниточку, которая у нас идет, да, рабочая ниточка, мы ее вот так вот пальчиком захватываем, придерживаем. Берем крючком эту же ниточку и провязываем через все петельки, но при этом держим, видите, держим первым пальцем левой руки. Ныряем в эту петельку, которая образовалась, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Оп! Далее я вам еще раз покажу, то есть вы не запутаетесь, не переживайте. Делаем одну воздушную петельку, подтягиваем вот так вот ниточку. Смотрите, опять держим нашу петельку, нашу рабочую ниточку левой рукой, пальцем левой руки. Вот таким вот образом захватываем, провязываем через петельку, ныряем в эту капельку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Оп. Видите? То есть пышный столбик вот такой интересный. И вот такая вот петелька. То есть называется соломоновая петелька. Далее делаем, смотрите, воздушную петельку. И подтягиваем опять. Точно так же будем делать пышный столбик. Накид. Возвращаемся. Вот видите, наши 2 петельки вот эти вот. Возвращаемся к этим 2 петелькам. Ныряем в них. Вытягиваем ниточку на такую же длину. Раз. Накид. Сюда же нырнули. 2. Накид. Сюда же нырнули. 3. И когда мы сделали вот так вот 3 раза, да, столько у нас петелек на крючке, опять берем рабочую ниточку левой рукой, захватываем ее крючком.
зацепляем петельку и вытягиваем через все наши петельки. Есть. Далее ныряем в нашу капельку, вот в эту вот, вытягиваем ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Оп. То есть по большому счету мы провязываем одинаково, что пышный столбик, что вот эту петельку. Единственное, что в пышном столбике дополнительно появляются новые петельки. Идем дальше. Воздушная петелька. Потянули петельку. Опять левой рукой держим рабочую ниточку. Берем крючком эту же ниточку, провязываем, протягиваем через петельку, а затем ныряем вот в эту вот капельку. Оп. И провязываем 2 петельки вместе. Есть. Понятно? И вот так вот будем чередовать. Пышный столбик, обычная петелька, пышный, петелька. Ну, так скажем, соломоновая петелька, да? Итак, опять воздушная петелька. Потянули, накид. Опять возвращаемся вот к нашим 2 петелькам. Ныряем в них. Вытягиваем ниточку. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Теперь опять держим рабочую ниточку левой рукой, первым пальцем левой руки. И крючком эту же ниточку захватываем и протягиваем через все петельки. Оп. Опять нырнули вот в эту капельку, которую мы сформировали. Вытянули ниточку и теперь 2 петельки провязываем вместе. Есть. Воздушная петелька, потянули. И здесь без набора петелек провязываем точно так же. Левой рукой держим ниточку, вытягиваем ее и затем ныряем в капельку и наши 2 петельки провязываем. Понятно? То есть смотрите, мы сейчас провязали, получается, как бы комплект, да? Шишечка, петелька, раз комплект. Шишечка, петелька, 2 комплект. Шишечка, петелька, 3 комплект. Ну, допустим, давайте свяжем, например, таких 10 комплектов. То есть еще 7 комплектов, да? Давайте провяжем еще дополнительно. И я вас встречу через несколько, так скажем, шишечек и через несколько вот таких вот соломоновых петелек. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, я провязала 6 комплектов и решила на этом остановиться, потому что, смотрите, уже на весь экран. Итак, первый комплект, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Есть. И мы должны закончить наш ряд. Заканчиваем обязательно пышным вот таким вот столбиком. Итак, вот наша, получается, последняя петелька соломонова. Вытягиваем опять петельку и накид, ныряем сюда же. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Опять держим нашу ниточку, протягиваем петельку через все петельки, ныряем вот в эту капельку и провязываем 2 петельки вместе. Есть. Все. Обязательно заканчивается пышным столбиком. Начинается пышным и заканчивается пышным. Идем дальше. Дальше мы должны будем переключиться на новый ряд и будем возвращаться обратно по этим петелькам. Для этого нам необходимо сделать, смотрите, воздушная петелька, потянули ниточку, накид и делаем пышный столбик. Пышный столбик ныряет у нас вот сюда, вот в эти вот петельки. Раз, потянули, точно так же. 2, потянули, точно так же. 3, потянули. Опять также закрепляем нашу ниточку, провязываем все петельки, ныряем в капельку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Оп! Это у нас как бы своеобразный поворот. Понятно? Дальше мы точно так же продолжаем. То есть у нас после пышного столбика обязательно сейчас будет идти просто обычная, ну, петелька, да, соломонова. Итак, воздушная петелька, потянули. Опять держим ниточку, вытянули ниточку, нырнули в капельку, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Есть. И вот смотрите, вот это наш будет поворот. У нас будет, получается, над шишечкой шишечка, над петелькой, над такой капелькой петелька. Понятно? То есть мы присоединяем вот эту нашу петельку вот к этой шишечке. Понятно? Вот, еще раз. Вот это у нас поворот. Шишечка над шишечкой, петелька над петелькой. Теперь у нас будет следующая шишечка. Поэтому мы присоединяемся к шишечке. И смотрите, мы присоединяемся, чтобы нам было удобно. Вот наша шишечка, вот наши петельки. Вот сюда. Присоединились и провязали обычный столбик без накида. Есть. Далее вяжем шишечку. Воздушная петелька, потянули, накид. Ныряем вот сюда, в эту же петельку, в которой мы присоединились. Точно так же 3 раза. Раз, накид, 2, накид, 3. Держим ниточку, протягиваем через все петельки, ныряем в капельку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе. Оп, понятно? То есть вот такая вот у вас будет картина. Ну, когда, конечно, узорчик вырастет, естественно, будет много красивее. Идем дальше. После пышного столбика у нас просто обычная получается петелька. Подтянули, держим рабочую ниточку, захватили, вытянули, нырнули, вытянули, провязали. Угу. И получается, вот, продолжаем точно так же, видите? То есть опять мы присоединяемся к пышному столбику. Вот наш
пышный столбик, вот он, ориентир, видите? Ныряем, провязываем столбик без накида. Теперь пышный столбик. Воздушная петелька, потянули. Накид, опять сюда же, ныряем. Раз, накид, два, накид, три. Держим рабочую ниточку, провязываем все петельки, ныряем в капельку, вытягиваем ниточку, 2 вместе. Воздушная петелька, потянули, обычная получается петелька, провязали и опять точно так же присоединяемся к нашему пышному столбику. Обычным столбиком без накида. Понятно? Вот, смотрите, видите? Над столбиком пышным столбик пышный, над петелькой петелька. Все, и вот таким вот образом до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, провязали, да, получается, практически до конца. Здесь я хочу вам показать. Вы можете, получается, этот краешек оставить вот как он есть. Если вам необходимо ровно здесь, получается, краешек, то вы просто-напросто делаете, например, столбик там, с 2, с 3 накидами и присоединяетесь вот так вот, да? Раз, и провязываете, получается, у вас здесь ровная стеночка. Угу. Либо вы можете просто оставить, такой у вас будет краешек, смотря какое у вас будет изделие, да, где вы будете это использовать. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы переключаемся на новый ряд, и получается у нас опять над пышным столбиком должен быть пышный столбик. Воздушная петелька, поворот, так, потянули нашу петельку, накид, и опять ныряем вот в эту петельку, которая перед пышным столбиком, вот она. И точно так же провязываем пышный столбик. Раз, сюда же, два, сюда же, три. Держим ниточку, провязываем, ныряем в капельку, вытягиваем ниточку, 2 петельки вместе. Воздушная петелька, потянули. Далее опять рабочую ниточку держим, провязываем, ныряем, вытягиваем, провязываем. И опять, смотрите, вот мы сделали поворот, видите? Получается пышный столбик, пышный столбик, пышный столбик. Тут получается петелька, петелька, петелька. То есть мы присоединяемся точно так же опять к пышному столбику. Итак, в основание пышного столбика нырнули, столбик без накида. Далее воздушная петелька, потянули и опять в основание ныряем и провязываем. Также вытягиваем 3 петельки. Накид 1, накид 2, накид 3. Держим рабочую ниточку, протягиваем все вместе, ныряем в капельку, вытягиваем ниточку и опять все вместе. Все вместе. Вот. Опять воздушная петелька, потянули петельку. Оп, 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 оп. Все, понятно, да? Все. И опять, видите? Вот получается такая картина. И опять над петелькой петелька, значит, вы ныряете в основание пышного столбика. Нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Понятно? Вот, ничего сложного. Давайте еще раз до конца ряда, да? Я вас еще раз здесь встречу, а дальше уже будете самостоятельно. Давайте. Итак, смотрите, вот опять провязали до конца ряда. Соблюдаем, да, где у нас шишечки, получается пышный столбик, где у нас петельки. Просто. И смотрите, в конце ряда вы опять точно так же можете либо сделать, например, столбик там с 2, с 3 накидами и присоединиться. Вот четко видно, можно куда присоединяться, например, делать ровный край. Ну, кому это необходимо. Так? Я сегодня этого делать не буду. Оп, оставлю так. Все, видите? Опять мы закончили шишечкой, воздушная петелька, поворот. И мы опять приступаем провязывать шишечку. Потянули петельку, ныряем в основание шишечки и такая же шишечка. Раз, два, три. Все вместе провязали, в петельку, в капельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Опять воздушная петелька, потянули и провязали нашу соломоновую петельку. И опять точно так же, соблюдая порядок, мы прикрепляемся к основанию пышного столбика, столбиком без накида. Понятно? Все. Видите, теперь вы знаете, как переходить с ряда в ряд. Вы знаете, как последовательность должна быть, да, где шишечки, где петельки. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, как в этом цвете происходит переход ниточки. То есть тут была такая нежно-голубенькая, тут уже потемнее. Дальше что посмотрим, что получится. Интересно? Итак, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вяжется, поверьте, очень легко и очень быстро. Вы обязательно приноровитесь, вы поймете принцип данных петелек, и потом будете как семечки щелкать, то есть ничего сложного. Смотрите, узорчик воздушный, легкий, нежный. Плюс ко всему, если вы возьмете градиентное окрашивание, секционного окрашивания, да, то будет очень интересный переход. Видите, идет от нежно-голубого, потом переходит к синему, потом такому темному синему. Но на камеру передается, конечно, как темно-синий. На самом деле васильковый. Васильковый цвет шикарный, видите? Цвета потом будут переходить в обратном направлении.
от темно-синего, так скажем, василькового к синему, голубому и до белого. Будет шикарно. Попробуйте обязательно. Палитра цветов у них разнообразная, как бы не реклама, но я считаю, что будет классно. Тем более, получается, помимо акрила, здесь еще мохер есть, да, альпака. Очень мягенько, вообще очень воздушно, очень нежно. Если вы будете использовать, можно использовать, конечно, любую пряжу. Если вы будете использовать, например, полиэфирный, полипропиленовый шнур, это может быть у вас что? Это может быть сумочки, да, летние, это могут быть коврики, это могут быть чехлы на машину, например, там, либо просто на кресло и так далее. Классно. Давайте замерим. Итак, ну, допустим, да, набирали мы, получается, по парам, да, посчитаем по парам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пар, да, это получается шишечка с петелькой и половинка. Если это же плотность вязания, это же пряжа, этот же крючок, то смотрите, получается, ну, 21 сантиметр с хвостиком. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. 11 рядочков. Гляньте, это получается у нас аж 15 сантиметров. Ну, класс, класс. Попробуйте обязательно. Еще раз повторюсь, вяжется очень легко и просто. Вы поймете принцип и дальше будете вязать очень быстро. Я в самом начале видео говорила вам, да, что покажу шальку этим же узором. Шалька будет связана от угла крючком. Итак, смотрите. Вот, это шалька. Это пока не довяз мой, он еще вяжется, ниточки докупаются. Смотрите, вот так вот она начинается от угла, видите? И точно так же по рядочкам идет, 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 идет. Огонь. Гляньте, какая красота. Нежно-нежно, красиво-красиво и легко-легко. Так. И смотрите, еще хотела какой момент уточнить. Обязательно берите крючок побольше. Вот эти вот небольшие ворсиночки, вот эти вот, видите, на пряже. Маленькие такие волосочки. Если будете вязать тоненькой, как бы тоненьким крючком, они будут цепляться. Они будут мешать, они будут раздражать. Берите крючок побольше обязательно. Тем более в этом воздушном узорчике он не будет лишним. И у вас прям узорчик будет как по маслу. Честно-честно. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. И под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками в соцсетях». Делитесь. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.